Всем привет! Сегодня попробуем докопаться до сути одной такой, знаете, вечно зеленой темы для аудиофилов — сетевые кондиционеры, power conditioners. Реально ли они улучшают звук, или это, больше маркетинг? Привет! Да, тема горячая. Вопрос ведь как стоит? Платишь деньги, иногда немалые, а есть ли толк? Попробуем разобраться, что это за девайсы такие, и есть ли от них реальная польза. Отлично. То есть наша задача — понять, что эти штуки вообще делают с электричеством, и как это и в теории, и на практике влияет на звук. Именно. Какие проблемы они решают? И решают ли так, чтобы это было слышно? Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Окей. Вот сразу вопрос, который, мне кажется, у многих возникает. У любого усилителя, ЦАПа, всего этого хай-фая, есть свой собственный недешевый блок питания. Конечно, есть. И он ведь должен, по идее, фильтровать сеть, стабилизировать там что-то. Зачем тогда еще одно устройство? Это, можно сказать, центральный вопрос. Да, имеем встроенные блоки питания. Их основная задача как раз и есть преобразовать сетевое напряжение и очистить его для чувствительных схем внутри. Но тут несколько моментов. Во-первых, сам термин «сетевой кондиционер». Он какой-то общий, да? Очень общий. Это не один тип устройства. Это скорее зонтик такой, под которым куча всего разного. Никакого единого стандарта. Функции могут сильно отличаться. Например, что они могут делать? Самое простое и понятное – стабилизация напряжения. То есть, если в сети оно скачет, утром ли падает, днем ли подскакивает, он держит сетевое напряжение в рамках. Это очень понятная защита. Ага, тут польза явная, вопросов нет. Потом сетевые фильтры. Они давят импульсные помехи, такие короткие резкие всплески. Молния где-то ударила или сосед дрель включил, вот это вот все. Ясно. Защита от скачков. Да, и еще фильтры от радиочастотных и прочих электромагнитных помех, так называемых RFI и MI. Это уже такая, более высокочастотная грязь, которая лезет и лезет из сети, от работающих импульсных блоков питания, от Wi-Fi роутеров и от кучи всего. Иногда еще ферритовые кольца на кабель надевают, чтобы по кабелю помехи не лезли. Некоторое время назад встречались утверждения, что это некая магия. Действительно, так и может показаться без знания электротехники, но нет. Это научно подтвержденная и измеряемая защита. Используется как в бытовом, так и в профессиональном оборудовании. То есть вся эта система для фильтрации разного рода шумов? В основном, да. Но есть и более продвинутые решения, например, изолирующие трансформаторы. Они полностью изолируют вашу домашнюю сеть и ту, от которой питается аппаратура. Это называется гальваническая развязка. И зачем она нужна? Во-первых, для безопасности. Такие трансформаторы часто ставят там, где человек может коснуться проводки, например, в медоборудовании или во влажных помещениях. Во-вторых, для чистоты питания. Если упростить, трансформатор разрывает прямую связь с сетью, и часть помех просто не может пройти дальше из-за фильтрующих свойств трансформатора. И это может быть полезно и против так называемых земляных петель. Земляных? Как это? Да, ты не ослышался. Земляных петель. В нашем видео имеется в виду земля, та, что в электрике.
Представьте, что у вас несколько устройств подключены в розетке и соединены между собой межблочными кабелями, по которым передается звук. У каждого устройства есть заземление корпуса через розетку. И в идеале все корпуса должны быть на одном уровне напряжения относительно Земли. Но в реальной жизни между ними могут быть маленькие разницы этих напряжений. Такая разница напряжения приложена к контуру, замкнутому через общую Землю. Создается путь для протекания тока, и наводки от этого тока могут попадать в аудиосигнал и давать гул, слышимый в колонках. Гул с частотой тока в сети – 50 Гц в России, в других странах другие частоты. Понял. То есть трансформатор эту петлю разрывает. Трансформатор не разрывает петлю в прямом смысле, а предотвращает ее образование. Он создает новую изолированную электросеть. В ней можно организовать правильное локальное заземление. Это исключит разность потенциалов. Корпуса устройств подключаются к локальной точке заземления одинаковыми короткими проводами, и напряжение на корпусах становятся практически одинаковыми. Вопрос земляных петель и изолирующих трансформаторов достаточно обширен. Разные конфигурации. Здесь мы слегка коснулись этой темы, и, возможно, появилось больше вопросов, чем ответов. Поэтому далее обсуждать эту тему стоит за рамками этого видео. А проводить разработку и установку систем питания с изолирующими трансформаторами должны только подготовленные специалисты во избежание трагических случаев, а также для эффективного устранения помех. Ясно. Продолжим. Еще бывают устройства, называемые DC-блокеры. Они убирают постоянную составляющую из сети. Это когда в стандартном переменном токе появляется небольшое постоянное напряжение. Из-за него трансформаторы в блоках питания начинают гудеть и греться. И это плохо для аппаратуры? Да, потому что со временем это может усилить ее износ, ну и менять режим работы блока питания. Есть и другие сетевые кондиционеры. Для дорогой техники часто используют целый комплекс. И фильтры, и стабилизаторы, и ИБП – источники бесперебойного питания. ИБП — это чтобы электричество не пропадало? Такой же, как тот, что к компьютеру подключают? Да, он дает несколько минут или часов работы при отключении электричества, чтобы вы могли спокойно сохранить данные или выключить аппаратуру без резких обрывов питания. То есть, если свет отключат, с бесперебойником музыка все равно будет играть? Да, какое-то время от встроенного аккумулятора. Но есть важная деталь. Недорогие IBP при питании от батареи часто выдают электричество не в виде идеальной волны, а в более грубой, ступенчатой форме. Или обрезанная синусоида, или прямоугольной формы, например. Для звука это может означать лишний шум или неприятный гул, если ее источник питания не рассчитан на такое. Переключаются они на батарею в тот момент, когда напряжение в сети выходит за безопасные пределы или свет полностью пропадает. А вот более дорогие устройства, например, некоторые сетевые кондиционеры и премиальные IBP, могут формировать идеально ровную синусоиду и во время работы от сети, и при работе от батареи. Для звука это может быть лучший вариант. Все зависит от того, как сделан входной источник питания. А также на выходной кабель бесперебойника, поближе к нему, можно повесить ферритовое кольцо, чтобы уменьшить излучение с этого кабеля при несинусоидальном и зашумленном питающем напряжении. В чем именно заключается главная опасность шумов по питанию для звука? Если мы говорим об аппаратной части, например, о шинах питания внутри ЦАП, то помехи там провоцируют джиттер. Это неизбежно приводит к появлению дополнительных шумов и искажений уже на аналоговом выходе устройства. А если эти шумы возникают внутри компьютера, могут ли они вызвать цифровой джиттер в софте, например, в аудиоплеерах или конвертерах аудиофайлов? Нет, на работу софта они не влияют. Как в этом убедиться на практике?
Качество программ оценивается исключительно по их алгоритмам. Для проверки мы используем частотно-временные диаграммы тестовых сигналов, например, Sweep Sine. После обработки на измеренной диаграмме чистый сигнал выглядит как четкая наклонная линия. Любые шумы или ошибки алгоритма проявляются как заливка фона или посторонние артефакты. В идеале фон должен быть абсолютно черным. Да, это означает отсутствие лишних призвуков. Профессиональный подход. На примере работы нашего конвертера AUI-конвертер мы видим чистый фон, черный цвет. Альтернативные решения. На графиках других программ могут быть заметны алиасы, зеркальные искажения, а в других режимах больше фонового шума, чем в AUI-конвертере. Алиасы и шум возникают из-за несовершенства самих математических расчетов. То есть, если мы запустим одну и ту же программу на двух разных компьютерах с разным уровнем электрических шумов, результат вычислений будет идентичным? Совершенно верно. Если алгоритмы работают в одинаковых режимах, аппаратный шум компьютера не изменит результат в конечном файле. Получается, это наглядное доказательство того, что частота питания ПК не влияет на точность работы аудиоалгоритмов. Именно так, если не учитывать совсем уж критических сбоев по питанию. Это правило применимо к любому ПО и аппаратуре. Все, что происходит исключительно в цифровом домене, защищено от влияния электрических цепей. Качество звука здесь диктует только математика. Так, с функциями понятно. А откуда вообще эти электромагнитные помехи берутся, с которыми борются сетевые кондиционеры? Ну, как уже сказали, основной путь – сама электросеть и ваши же приборы дома. Холодильник, микроволновка, компьютер, приборы соседей, что-то приходит извне по общей линии питания. Второй путь – по воздуху, радиоволны, Wi-Fi и так далее. Их тоже кондиционер не пропускает на выход? Хороший фильтр RFI EMI – да, должен ослаблять то, что приходит по проводам. То, что по воздуху напрямую в аппарат лезет, с этим работают другими методами. Плюс не забываем, что сам блок питания аппаратуры тоже может быть источником помех для остальной схемы. И цифровые блоки устройства могут давать помехи, пролезающие в его аналоговые и цифровые части. Получается, борьба за частоту звука идет на всех направлениях, и в электрической сети, и внутри самого устройства. Кстати, о частоте внутри. Это ведь касается не только аналоговой части, но и цифровой, верно? Абсолютно. Цифровые части тоже не любят помехи. И качество цифрового сигнала не менее важно. Отлично. Значит, в первой части мы разобрались, что такое сетевые кондиционеры, какие они бывают и с какими проблемами они борются, от стабилизации напряжения до фильтрации высокочастотной грязи. Именно. Мы заложили основу. А вот в следующей серии мы перейдем к самому интересному. Подробно рассмотрим, как все это влияет на звук. Можно ли это услышать и как это проверяется, не полагаясь на чужие слова и маркетинг. Всем снова привет! В прошлой серии мы подробно разобрали, что такое сетевые кондиционеры и какие задачи они выполняют. От защиты аппаратуры до фильтрации помех в электросети. Привет! Да, коснулись и некоторых практических аспектов. Но сегодня мы рассмотрим в деталях главный вопрос. А есть ли реальная слышимая польза от этих устройств и стоит ли овчинка выделки? Вот именно. Попробуем разобраться, когда кондиционер действительно может улучшить звук, а когда это просто деньги на ветер, и как это проверяется. Не забудьте поставить лайк и подписаться, чтобы мы могли раскрывать еще больше таких секретов. Информация в этом ролике максимально сжата, поэтому смотрите до самого конца, чтобы узнать все важные детали. А теперь поехали! Окей, значит, теория такая. Даем на вход аппарату питание почище и постабильнее. Да, и его собственный блок питания работает в более комфортных условиях, меньше шума и искажений пролезает в итоге на аналоговый выход аппаратуры, то есть в звук. Это или линейный выход, или напряжение на выходе усилителя мощности, или звук в колонках. А защита — это как бы бонус, но очень важный.
Безусловно. Защита от скачков, от пониженного-повышенного напряжения – это реальная польза, которая может спасти дорогую технику. Тут спорить не о чем. Но вернемся к моему первому вопросу. Если у меня, скажем, хороший усилитель с качественным блоком питания, он же и так должен все это фильтровать, насколько ему поможет этот внешний кондиционер? Вот это и есть ключевой момент. Эффективность внешнего кондиционера очень сильно зависит от 3 вещей. Первое – от того, насколько плохая у тебя сеть. Второе – качество встроенного источника питания в твоей аппаратуре. И третье – качество самого кондиционера. То есть, если блок питания в усилителе и так зверь, то толку от кондиционера может и не быть. Может и не быть. Или незаметное на слух улучшение именно в плане шума. А может и быть. Знаешь, как в анекдоте про то, можно ли встретить динозавра на прогулке? 50%. Или будет толк от кондиционера, или нет. Хочешь сказать, это всегда нужно проверять? Несомненно. Тут сказать навскидку не работает. Слишком много, слишком разной аппаратуры, слишком разного качества. Кроме того, кондиционер – лишь часть системы питания. Ты же, когда сам питаешься, ешь и белки, и жиры, и углеводы, и витамины. Нельзя же сидеть на одних белках. Конечно же нет. Всем нужна сбалансированная диета. Так и с системой питания. Если заземлишь неправильно, то ни дорогой кондиционер, ни прекрасно сделанный встроенный блок питания не помогут. Перед началом этого раздела хотим вас предупредить о необходимости соблюдения правил безопасности при измерениях. В ролике озвучена только минимальная информация. Ее недостаточно для проведения самостоятельных работ. Помимо удара электрическим током, есть и другие риски. Или если во время работы вдруг пойдет какой-то сигнал или возникнет щелчок, на высокой громкости можно и динамики с аппаратурой сжечь, и уши повредить. Важно точно понимать, что вы делаете с аппаратурой. Без достаточного знания предмета не стоит и пробовать. Манипуляции со входами оборудования могут привести к его порче. Неумелое обращение может также легко испортить измерительные приборы. И в довесок ко всему сказанному напомним, что такая порча аппаратуры и приборов может привести к потере гарантии на них. В общем, не делайте сами, обращайтесь к профессионалам. Итак, продолжим. Как же нам проверить качество питания? Самый объективный способ – это измерение. Что измерять? Уровень шума и гармонических искажений на аналоговом выходе устройства. Вот подключаем аппарат напрямую в розетку. Измеряем спектр на его выходе. Подключаем через кондиционер. Снова измеряем. Если характер спектра стал лучше, помехи меньше, то значит эффект есть. А если нет измерительных приборов, на слух как-то можно? Ну, такой дедовский метод. Выкрутить громкость повыше на паузе. Послушать паузу между треками. Для проверки собственного шума аппаратуры зануляется ее вход. Для этого соединяются входные контакты линейного аудиовхода аппаратуры, например, усилителя. Соединяются не просто накрытко, а при помощи согласованного со входом резистора. Слышен ли какой-то гул, шипение? Измеряется шумовая картинка на спектроанализаторе, подключенном к аналоговому выходу. А резистор зачем? Использование согласованного резистора – это очень важный и правильный технический момент. Резистор согласован по значению своего сопротивления со входным сопротивлением аппаратуры. Вместо простого короткого замыкания использование резистора имитирует подключение реального источника звука с нулевым уровнем. Это позволяет получить более точную картину собственного шума проверяемого устройства, поскольку его режим останется неизменным. Ясно. Так вот, провели измерение спектра. И если с кондиционером лучше, Значит, он что-то делает полезное? есть еще детали, как измерять. Конечно, система проверяется как в целом, так и покомпонентно. И результат не гарантирован. Не гарантирован. Конкретный кондиционер может улучшить звук одного компонента, но никак не повлияет на другой, у которого источник питания лучше сделан или менее чувствителен к помехам. А можно, наоборот, даже ухудшить, если кондиционер сам вносит искажения или ограничивает динамику тока. Не хватает мощности. Такое тоже бывает.
Понятно. То есть универсального рецепта нет. А что про батареи скажешь? В автозвуке это точно применяется. Есть мнение, что питание от аккумуляторов – это идеал. Полная изоляция от сети, стабильность. 0 шумов. По питанию? Да. Для аккумулятора – да. Но, во-первых, очень хороший сетевой источник питания может дать результат не хуже или не намного хуже. А во-вторых, помехи по воздуху и внутренние помехи устройства никуда не денутся. В автомобиле, кроме того, может работать генератор со своими пульсациями. В-третьих, есть требования по мгновенной отдаче пиковых значений тока. Это важно для питания усилителя мощности. В индустрии автозвука с этим борются путем добавления дополнительных буферных конденсаторов. Или в автомобилях устанавливают дополнительный аккумулятор, например, литиевый, специально для аудиосистемы. Так, а выделенная линия от щитка? Это когда отдельный кабель тянут прямо к аудиосистеме? Сама по себе линия мало что дает, если она подключена к той же грязной фазе в щитке. Но Так, если это сделано грамотно, например, подключено на менее загруженную фазу, или если на эту линию поставить хорошую защиту и фильтрацию прямо в щитке, например, в прошлой серии мы разбирали изолирующие трансформаторы, тогда да, может быть польза. Но это работа для профессионального электрика, разумеется. Прямо перед обсуждением этой темы хочу сразу вас предупредить. Разработка и установка электрической защиты от природных явлений находится исключительно в компетенции профессионалов. Ошибки могут привести к потере здоровья и даже жизни, и к другим материальным убыткам. Никогда не делайте этого самостоятельно. И помните, никакая защита не дает 100% гарантий. Продолжим. А что там с природными явлениями? Важный вопрос. Природа – главный источник неожиданных неприятностей для электросети. Возьмем грозу. Молния – это не просто красивая вспышка на небе, а мощнейший электрический разряд. Он может вызвать резкий скачок напряжения в линиях электропередач, и эта волна вполне способна докатиться до вашего дома по проводам. то есть если молния ударила где-то вдалеке, это все равно может дойти до моей розетки? Да, даже если удар был далеко, в сети могут появиться короткие, но очень сильные импульсы. А если удар близко, последствия бывают серьезные. Техника может просто выйти из строя. Страшновато. И сетевой кондиционер может защитить. Частично. Это задача устройств защиты от импульсных перенапряжений, или УЗИП. Некоторые виды электрической защиты умеют ограничивать такие пики напряжения и сглаживать помехи. Конечно, если молния ударит прямо в дом, никакая бытовая защита не спасет. Но от большинства удаленных разрядов хорошая защита должна уберечь. Можешь поподробнее? Да, есть 3 вида устройств защиты от импульсных перенапряжений. Первый – УЗИП на основе разрядников. Такие УЗИП часто называют коммутирующими. Они реагируют на очень высокие напряжения и пропускают очень большие токи, что делает их идеальными для защиты на вводе в дом. Это УЗИП класса 1. Второй – УЗИП на основе варисторов. Варистор – это полупроводниковый элемент, сопротивление которого резко падает при повышении напряжения. Он реагирует быстрее, чем разрядник, но может не выдержать такой же мощный импульс тока. И третий – комбинированный УЗИП. Самые эффективные УЗИП часто используют комбинацию разрядников и варисторов. Разрядник принимает на себя первый, самый мощный удар, а варистор дорабатывает оставшиеся менее мощные помехи. А что насчет других явлений, например, сильного ветра? Сам по себе ветер электричество не портит, но он может оборвать провода или замкнуть их друг на друга. Из-за этого в сети случаются резкие, а также множественные скачки или отключения. Тут помогают другие функции – стабилизатор напряжения, чтобы успокоить колебания, и источник бесперебойного питания, который переходит на работу от внутреннего аккумулятора, чтобы успеть безопасно выключить технику, когда свет вот-вот погаснет. Как это будет на самом деле работать, зависит от типа и модели бесперебойника.
То есть кондиционер — это не только про чистый звук, но и про защиту дорогой аппаратуры? Совершенно верно. Если вы вложились в качественную технику, экономить на ее защите, как купить дорогую машину и не застраховать ее. Но все это уже на уровне самой аппаратуры. А можно как-то защитить весь дом сразу? Да, кроме громоотвода на мачте, для защиты всего дома существуют специальные устройства. УЗИП или устройство защиты от импульсных перенапряжений, о которых мы говорили. Их ставят прямо в электрощитке. Они работают как блокировщики. Если в сети приходит опасный импульс, они отправляют лишнюю энергию в землю, пока она не добралась до ваших розеток. То есть поставил и все под защитой. В первом приближении – да, но есть разные уровни таких устройств. Одни рассчитаны на очень сильные удары, например, при прямом попадании молнии в линию. Другие – на более слабые, но все равно опасные скачки, которые могут прийти по городской электросети. Часто их используют вместе. Одно устройство держит удар на входе, а другое защищает внутри дома. А в квартире это нужно? Да, потому что молния может ударить в соседний дом или в общий кабель, и скачок дойдет до вашей квартиры. Главное, чтобы в доме было нормальное заземление. Без него такие устройства просто не сработают. А обычный удлинитель с защитой справится? Нет, в большинстве таких фильтров защита очень простая. С мелкими помехами справится, а с мощным импульсом нет. Он может просто сгореть и не спасти технику. То есть идеальный вариант – это защита на входе в дом плюс хороший кондиционер возле аппаратуры. Именно. Это как охрана дома. Сначала у вас есть ворота и забор, а потом еще и прочная дверь в комнату с ценностями. Чем больше уровней защиты, тем спокойнее спите вы и ваша техника. Так, ну, вроде все основные моменты разобрали. И какой главный вывод? Вывод такой. Гнаться за идеальным синусом на силовом входе аппаратуры – это не самоцель. Цель – получить минимум шума и искажений на аналоговом выходе. Линейном, усилителе мощности или анализировать звук в колонках – то, что мы реально слышим. А кондиционер — это инструмент, который может помочь. Может. И, что не менее важно, защитить аппаратуру от неприятностей в сети. Но даст ли он слышимое улучшение качества звука, зависит от слишком многих факторов. От самого кондиционера, от аппаратуры, от качества вашей электросети. Значит, ответа «да, всем срочно покупать» или «нет, это все ерунда» просто не существует. Абсолютно. Все очень индивидуально. Нужно разбираться в своей конкретной ситуации. И проектировать систему питания под конкретную аппаратуру в конкретном месте, если речь идет о стационарной аппаратуре. Для мобильных устройств и аудиозвука требуется учитывать и аудиокомпоненты, и имеющийся аккумулятор, который, возможно, придется заменить или дополнить дополнительным устройством. То есть главный совет — слушать, анализировать и проверять все в своей собственной системе. Совершенно верно. Ставьте лайки, задавайте вопросы, делитесь своими мыслями и опытом в комментариях, что вы думаете о кондиционерах электропитания. Все это помогает нам создавать новый контент. Подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить полезные вам видео. И, если было интересно, поделитесь ссылкой на это видео с друзьями. До новых встреч, друзья! И пусть ваш звук всегда будет безупречен.